Ты думаешь, что живешь, а может быть, просто следуешь знакомому сценарию. Меняются роли, меняются места. Даже ты вроде бы уже не тот, но ощущение как дежавю. Как будто внутри кто-то нажал повтор. Ты можешь сменить город, окружение, даже привычки, но будто что-то внутри продолжает крутиться по кругу. Одно и то же, только в новой обертке. Иногда кажется, что это карма, иногда, что просто не повезло. Но если смотреть внимательнее, все становится гораздо глубже. Это не просто события повторяются. Повторяется твой способ восприятия. И он создает не только реакцию, он создает саму реальность. Дело не в том, что ты притянул это, а в том, что ты настроен на определенную волну. И она формирует все – мысли, чувства, выборы, сценарии. Это и есть петля судьбы. Не внешняя программа, а внутренний фильтр, который ты не видишь, потому что смотришь сквозь него. Именно об этом говорил биохимик Руперт Шелдрейк, один из самых спорных и гениальных ученых последних десятилетий. Он утверждал: «Мы живем не в замкнутом мире, а в поле, которое помнит». Память – это не то, что находится в мозге. Это резонансный след. Он активируется каждый раз, когда ты повторяешь неосознанное. Другими словами, ты не просто реагируешь. Ты подключаешься к сценарию, который звучал уже тысячи раз. Но если однажды ты это увидишь, по-настоящему, ты не просто выйдешь из петли. Ты впервые окажешься в своей точке входа. Мы любим говорить «у меня есть выбор». И в обычной жизни это вроде бы правда. Ты можешь выбрать, с кем быть, куда поехать, что сказать. Но если ты посмотришь глубже, ты заметишь, что твой выбор почти всегда идет по накатанной. Ты выбираешь то, что знакомо, то, что соответствует твоим установкам, страхам, воспоминаниям. Ты думаешь, это мое решение. Но если бы ты вырос в другой семье, в другой стране, с другими историями и травмами, разве выбирал бы ты то же самое? Кажется, что я выбираю, но чаще всего это реакция, переодетая в осознанность. Именно здесь рождается иллюзия свободы. Как говорил нейрофизиолог Бенджамин Либет, нейронный импульс к действию возникает еще до того, как ты осознал, что решил. Значит ли это, что все предопределено? Не совсем. Проблема не в том, что у тебя нет свободы, а в том, что ты выбираешь внутри узкой рамки. Как будто в кинотеатре, где тебе разрешили выбрать, смотреть ли ужастик или мелодраму. Но выйти на улицу нельзя. Пока ты в петле восприятия, любое решение – это просто новая сцена в том же фильме. Как писал Шелдрейк, ты не управляешь реальностью напрямую, но ты можешь изменить резонанс. А изменив резонанс, ты меняешь весь сценарий. Именно здесь появляется настоящая свобода. Не в выборе, а в сдвиге точки восприятия. Пока ты не изменил частоту восприятия, ты будешь выбирать только то, что уже закодировано в твоей памяти, в твоей биохимии, в твоем теле. Ты все понял, что ты сознание, что ты живешь в петле восприятия, что ты не выбираешь, а вспоминаешь. Но есть одно «но». А ты сегодня ел? Простой вопрос. Не повышал вибрации, не визуализировал. Ты поел? Потому что если нет, возможно, сейчас говорит не ты, а твоя рептильная часть. Та, что отвечает за выживание. Та, что включает тревогу, когда нет сахара в крови. Та, что путает духовный кризис с тем, что ты просто не пил воды с утра. Мы смеемся над рептилоидами, скрывающимися в элитах. Но у нас у самих в мозге сидит рептильный центр.
Он не думает, он не чувствует. Он просто реагирует. И иногда весь твой путь — это просто одна большая реакция, хорошо закамуфлированная. Под развитие, эволюцию, поиск себя. А теперь внимание. Что если рептилоид, которого ты ищешь снаружи, это та часть в тебе, которая боится остаться без сценария? Которая не хочет свободы, потому что в свободе не за что зацепиться. И пока ты не увидишь в себе этого внутреннего контролера, ты будешь бороться не с системой, а с ее отражением в самом себе. Но стоит тебе просто поесть, просто выдохнуть, просто быть, все меняется. Ты снова живой, не программный, ты снова здесь, а не в ожидании результата. Потому что путь — это не борьба, это возвращение. Через тело, через вкус, через дыхание, через простое «да» себе, даже в самой нелепой форме. Так вот, если ты сейчас чувствуешь, что ты будто вышел из темы, это хорошо. Это и есть выход из старого мышления. Потому что здесь мы не просто говорим. Мы меняем угол, под которым ты смотришь на реальность. Допустим, ты решил работать над собой, медитируешь, визуализируешь, повышаешь вибрации, слушаешь учителей, практикуешь благодарность, желаешь лучшего. Это кажется правильным, светлым. Но ты не замечаешь главного. Из какого состояния ты это делаешь? Ты визуализируешь жизнь мечты, но внутри все еще ощущение «меня здесь не хватает». Ты медитируешь, но с желанием перестать страдать. Ты создаешь намерение, но внутри тревога. Если я не сделаю, ничего не изменится. И вот здесь происходит самое опасное. Ты думаешь, что ты свободен, но на самом деле ты усилил свою клетку, сделал ее духовной, оклеил стены красивыми мантрами, но остался внутри старой программы. Руководитель исследования сознания Джо Болта Тейлор писала: «Ты можешь быть просветленным умом и все еще жить в теле, заточенном в реакциях. А значит, вся твоя работа может стать продолжением защиты, если ты не услышал, кто делает эту работу внутри тебя. Ты хочешь почувствовать высокие вибрации? А что, если то, что ты ощущаешь прямо сейчас, уже достаточно? Ты стараешься визуализировать любовь, а она и так есть, если не искать ее снаружи, а просто остаться с собой. Это и есть тонкий захват восприятия, когда даже стремление к свету становится борьбой с собой. И это не случайно. Почти вся эзотерическая индустрия работает по той же логике, что и реклама. Вот твой недостаток. Вот инструмент. Вот результат. Но источник не продает результатов. Он просто звучит. И если ты в моменте, без образа, без цели, в тебе начинает распаковываться не внешнее, а внутреннее небо. Как сказал один из древних наставников в традиции джнана-йоги, истинное освобождение не в том, что ты видишь, а в том, откуда ты смотришь. Смена восприятия — это не выбор картинки, это выход за экран. Ты все это слушаешь, и вроде бы все верно, глубоко, сознательно, настроено. Но скажи честно, ты сейчас с собой или с образом, который пытается быть собой? Может быть, ты опять стараешься не сбиться с волны, не потерять настрой, понять правильно? Это и есть петля. Только не судьбы, а идеальности. Позволь себе не понимать, не быть на пике, быть в сомнении, в теле, в простом «не знаю», потому что именно туда, в это «не знаю», и приходит настоящая связь. Не будь идеальным, будь реальным. Даже если внутри тишина, даже если ничего не происходит. Именно в этой паузе вход.
Иногда нам говорят «думай позитивно», «повышай вибрации», «держись света», и вроде бы звучит красиво. Но если быть честным, рано или поздно ты ловишь себя на том, что начинаешь бояться подумать не то или почувствовать не то. Как будто неправильная эмоция испортит все. Как будто твой путь — это только радость, только вдохновение, только высокие чувства. И вот ты не злишься, но сжимаешься. Не грустишь, но теряешь энергию. Не сомневаешься, но нет ощущения, что это действительно ты. Это и есть ложная свобода. Ты вроде бы выбираешь, но на самом деле следуешь сценарию, в который встроен страх не туда свернуть. Но в этот момент ты не живешь, ты стараешься соответствовать. А значит, теряешь контакт с собой настоящим. Потому что все твои состояния настоящие. И они не мешают тебе идти. Они и есть путь. Ты не обязан быть всегда в свете. Ты обязан быть честным с собой. Когда ты начинаешь по-настоящему наблюдать за собой, не через установки, а через честность, ты вдруг видишь, все твои ошибки, плохие мысли, некрасивые чувства — это не сбой. Это часть курса, маркер твоего положения, карта твоей реальной точки входа. И вот тут встает вопрос, есть ли вообще свобода? Или все заранее прописано? Да, но не так, как ты думаешь. Судьба — не фиксированная траектория. Это внутренний зов, с которым ты сюда пришел. Не внешний путь, а чистота твоей души. Она звучит всегда, но ты либо ее слышишь, либо забиваешь шумом. Когда ты живешь из страха ошибиться, ты теряешь способность слышать. Когда ты живешь из честности, даже если ошибаешься, ты идешь туда, куда должен. Как писал Ричард Ред в своих работах по генным ключам, судьба — это не пункт назначения, это глубина, на которой ты живешь каждую секунду. Ты можешь ходить кругами, строить мечты, визуализировать снова и снова, работать над собой, и все еще не попасть в свою жизнь. Потому что живешь из правильного, а не из настоящего. Но если ты однажды скажешь себе «Я имею право быть таким, как есть, прямо сейчас», с этими мыслями, с этими чувствами, с этой болью или радостью, в этот момент ты возвращаешься в точку выбора. Не внешнего, а внутреннего направления. Именно это и есть преднамеренность. Ты не придумываешь путь. Ты просто перестаешь от него убегать. Ты не выбираешь, как звучит струна, но ты можешь перестать ее глушить. Ты наверняка замечал, когда ты стараешься держать внимание, ты устаешь. Как будто нужно все время быть собранным, напряженным, следить, чтобы не отвлечься, идеально контролировать себя. Но внимание — это не контроль, это не усилие, это связь. Когда тебе интересно, ты не держишь внимание. Оно просто есть. Ты весь в моменте. Ты не отвлекаешься, потому что ты внутри, и не потому что стараешься, а потому что живо. А теперь представь, вся твоя жизнь может быть такой, не через напряжение, а через отклик. Ты не фокусируешься, ты чувствуешь, где ты живой. Ты не борешься с отвлечением, ты слышишь, куда на самом деле зовет. Настоящее внимание не про то, чтобы быть в моменте, а про то, чтобы быть с собой в том, что есть. Если тебе грустно, быть с этой грустью. Если ты злишься, не убегать, а увидеть. Если тебе радостно, не глушить это нормальностью, а позволить звучать. Ты не машина, которую нужно подчинить. Ты живой. И внимание — это твоя антенна. Когда ты просто смотришь честно, не отворачиваясь, все в тебе начинает звучать чище. Это и правда то, что не объяснить до конца словами, потому что внимание — это сначала как луч, а потом как прожектор, а потом как все ты. И в какой-то момент исчезает даже само направление, потому что ты уже внутри, во всем, без фокуса, без усилия. Ты и есть этот свет.
Многое из того, что ты слышал в этом видео, может показаться необычным, может даже немного пугающим. Но правда в том, что все это про вспоминание. Просто поверх сигнала слишком много шума. Слишком много образов, правил, частот и навязанных идей о том, кто ты и как ты должен жить. Но внутри всего этого ты все равно остался. Живой и настоящий. И в тебе все еще звучит та чистота, с которой ты пришел. Ты не должен становиться лучше. Ты не должен исправляться. Ты не должен все время держать свет. Ты уже на связи. И все, что от тебя нужно, не создавать заново, а перестать глушить. Не нужно бояться своих состояний. Не нужно бояться ошибиться, подумать не то, почувствовать не то. Потому что все, что ты сейчас ощущаешь, реально. А значит, это твоя точка входа. Ты не выбираешь свет. Ты просто перестаешь от него отворачиваться. И когда ты на секунду останавливаешь себя, дышишь, чувствуешь, смотришь, все встает на свои места. Ты не ищешь путь. Ты вспоминаешь, кто ты. И, может быть, прямо сейчас это уже началось.